Приветствую вас, друзья, на моем канале. У нас и сегодня будет необычная распаковка, вернее, распаковка будет обычная, а будет локация немножко другая. Мия пришла на работу. Миюшечка, мне же некуда тебя взять. Ну, некуда взять эту собачку. Ну, тут у меня, ты видишь, что вообще. Вот. В посылку тебя посадить. А? Мия, как ты тут будешь сидеть? Как? Нет света, и когда будет, вернее, когда будет, написали, но не факт, что он будет в это время и будет ли он долго, а чем дольше ждать, тогда и дневного света не останется. Посылки уже давно здесь стоят, я уже часть там съела, поэтому думаю, надо уже тогда распаковку уже эту снять. Миюша, может ты пойдешь? Может ты или ты тут будешь сидеть? Аккуратненько сиди, чтобы ты не упала. Голосо. Я надеюсь, что вам будет все хорошо видно, потому что я уже тут ближе к свету принесла все это, проверила, вроде бы видать все. Но мы здесь с вами не косметику будем рассматривать, чтобы оттенки все четко передавала, поэтому погнали. Значит, сразу вот я баночку поставила, а то я в прошлый раз забыла дать отзыв на этот олигонол. Несмотря на то, что я пропила только одну баночку, мне этот препарат очень понравился. Вы знаете, какая-то легкость после него внутри. Но это может быть мои такие ощущения, потому что БАДов я много принимаю разных. Но именно когда я прекратила курс этот, я прям заметила, как-то легкости внутри меньше стало. Но и не в этом дело. Как такового висцерального жира у меня большого нет, у меня небольшой живот такой, да, что... Но думаю, что он все-таки как-то работает на это, потому что объемы не увеличились сильно, хотя я сейчас прямо прибавила в еде и много ем калорийной пищи. Вот, но главное что? Главное, у меня была пигментация над верхней губой. Вот так вот здесь вот по бокам, вот прям как усики были, темные пятна. Они у меня практически прошли. Практически. Да, я в комплексе с этим пользовалась витамином С, но не сильной концентрации, невысокой, там в пробниках он был. И у меня были средства и посильнее с витамином С, и то не проходило. А это, ну, по крайней мере, на мне так сработало. Я однозначно его буду повторять. Чуть попозже, может быть, но обязательно повторю. Так что, кому интересно, можете попробовать. Я не гарантирую, что он уберет старые пигментные пятна, такого, знаете, очень темные, но, возможно, со свежими справиться, как я у меня. Не, я все боюсь, что ты отсюда бабахнешься. Не бабахнешься, не. Так, давай вот так подставлю стульчик. Заказала наконец-то я вот эти сливки. Это сливки без молока, то есть это веганские сливки. Ну, состав, вы знаете, я почитала, там ничего такого страшного, химического нет. Поэтому и их можно хранить вне холодильника, пишет производитель. Это оригинальный вкус обычный. Вот эта упаковка, она была по акции, там с 35, по-моему, скидками, процентами скидки. Или 33, или 35, или 39, не помню. Вот, и я взяла. А эта упаковка, вот, это в новинках. Там еще ванильный вкус, но он еще пока недоступен. Его еще пока нет в продаже. А это с лесным орехом. Сегодня я выпила чашечку кофе вот с этими сливками. Мне понравился. Знаете, абсолютно не химический вкус лесного ореха. Он еле уловимый, очень тонкий, очень приятный. Вот так это все выглядит. Здесь 24 вот таких коробочки. Несмотря на то, что небольшой объем
самих сливок, очень маленький такой, да, то насыщение в чашке нормальное. То есть я пила большую чашку и прям так, ну, хорошо окрасила, и привкус был такой хороший, приятный. Поэтому рекомендую, кто не пьет там, допустим, с молоком или с молоком, там пьет он с растительным или с безлактозным хотя бы, то вот этот вариант, знаете, как это хорошо, когда вот я покупаю молоко, допустим, безлактозное, элементальное дело, вот оно закончилось, а нету. Я хотя могу и коровье. У меня когда нет вообще никакого, я могу коровье использовать, но я не пью его на постоянно. Вот. То и потом коровье я только могу добавлять вот в протеиновый коктейль, вот когда там уже вот эти сливки. А миндальное молоко, которое я сама делаю, мне как-то жалко на тот протеиновый коктейль его. Вот. Что ты тут крутишься, ты, изюбка моя, изюбка, ты скажи вообще меня вот это вот, как это я без работы? Я не знаю, вам там видно вот ее или не видно. Ну вот она, сидит тут, работает, работу собачка, да? Я помогаю маме, да. Так, я надеюсь, что я там камеру не сбила. Так, поехали дальше. Это уже третья упаковка. Вот сегодня я уже ее открыла, йогурт с утра ела на завтрак и посыпала этой кетогранолой. Уже третья упаковка. Так, она была по супер цене. И я взяла. Ой, какая она вкусная. Вот она мне самая вкусная из всех. Вот так это все выглядит. Прямо тут голубики, ягодки. Кетогранула, это она здесь без сахара, без зерновая. Здесь только семена. Здесь, по-моему, миндаль. Тыквенные семечки, семена подсолнуха, ну и голубика. Вот. Очень вкусно, поэтому кто на кето, это прямо их вариант, знаете, разнообразить свое питание в плане десертов, сладенького какого-то. Так, давайте сразу по повторным я сейчас покупкам, а потом оставлю интересненькие какие-то свои покупки. Это опять в новинках два вот этих вкуса. Я уже их покупала. Потом они сейчас по пробной цене. Правда, их сейчас нет в наличии. Ну, может, уже появится. Пока видео выйдет, возможно, появится. Или уйдет из пробников. В общем, одно из двух. Очень вкусные. Мне очень понравились. Здесь вот этот с бузиной, а здесь антиоксиданты. Здесь с витамином С, с витамином А и с витамином Е. Здесь три вкуса: лимон, апельсин и манго. Больше всего из этих вкусов мне понравился апельсин. Потом манго, потом лимон. Сыну все понравилось моему. Лимон я ему дала, он, ой, какой вкусный. Но больше вот всего из этих двух мне нравится вот этот вот прям. Это прям вообще вот, ну, чисто сок бузины, очень вкусно. Просто невероятно. Хотя и это тоже. Кто вот любит послаще, то тогда вот это. Это можно и взрослым, и детям. Потому что мне там в комментариях спросили, так это детям нельзя. Я говорю, нет, это детям, как раз это детские. Это можно и взрослым можно. Слюнки потекли, все. Потом вот такой, я не помню, я вот, по-моему, я такой инжир покупала, таких, или абрикосы, вот. Здесь вот один остался пакетик, вам оставила показать, вчера чуть не съела. Это чернослив, он тоже был по супер цене, вот в одной упаковке 5 вот таких упаковок. И в каждой такой упаковке по 5-6 ягод чернослива. Чернослив очень чистый, его прям так кушать, его не надо мыть уже ничего. Он очень чистый, мягкий, без косточки, сладкий, не кислый, не копченый, великолепный. Не буду открывать, потому что, ну, сейчас я его не буду есть. Я потом, если что, кадр вставлю вам его, поближе будет видно, лучше будет видать.
Так, повторная покупка глюкозамин хондроитин. Он опять появился в пробниках. Здесь не одна посылка, здесь, наверное, 3 посылки маленьких. Он в пробниках появился, по-моему, сейчас даже есть. И мне второй раз его дало по пробной цене. Вот. Еще я такой не пробовала, у меня тот еще стоит, но по пробной цене я взяла, потому что с 50% скидкой очень замечательная цена и состав хороший. Мне, в принципе. Так, дальше, чтобы его вам такого тут показать. Давайте БАДы вот эти уже. Скидка была на витамины группы D. И я взяла вот себе вот этот витамин Калсон попробовать. Здесь 10 тысяч. Принимать я его буду попозже. Наверное, ну, может, в декабре и начну. Но, наверное, с интервалом там в 2-3 дня. Потому что у меня в норме витамин D. И я буду его принимать, наверное, через 2 дня. Прием с витамином К, и потом через 2-3 дня еще прием. Наверное, так. PQQ. Тоже уже я несколько раз его покупала. Не именно от Like Avenue. Я брала от Калифорнии. Еще от какого-то бренда. Не помню, вставлю сюда картиночку или фотографию. И была скидка 50%, поэтому взяла, конечно же, потому что PQQ нашим, если коэнзим Q10 вырабатывается нашим организмом, но с возрастом становится все меньше выработки, то PQQ вообще не производится нашим организмом, ему надо получать извне. Он также воздействует благотворно на сердечно-сосудистую систему, на митохондрии, в общем, все для здоровья, поэтому пропивать тоже нужно. И я чуть-чуть попозже, потому что я только закончила курс, чуть попозже его начну прием. Так, дальше. Тоже в пробниках, да, видите, 3 посылки, как я и говорила, 3 пробника. Нет, ну, неважно. Так, это, значит, камбуча, пудра камбучи, пудра чая камбучи. Чай камбучи — это вот этот вот чайный гриб, который в банке у нас, наверное, в каждой семье раньше был такой гриб. Я помню, и мама тоже у меня такой гриб растила, и мы чай этот пили, он как квас. Очень много пользы от него. Загуглите или на YouTube посмотрите. Благотворно влияет на весь организм. Выращивать его, я хотела его вырастить, а потом подумала, что это же им надо заниматься, это же живой организм. И, соответственно, пить этот чай надо усиленно для того, чтобы его обновлять. Но сейчас зима, холодно, ну, думаю, буду ли я его пить. Думаю, начну, наверное, весной растить уже, выращу. И тут я увидела 3 вида, 3 варианта этой пудры. Значит, это идет с пробиотиками, потом идет без всяких вкусов. И еще один вкус, там, по-моему, лимон, имбирь, что-то такое. Я взяла с пробиотиками, я 1 порцию попробовала. Знаете, такой... Мне он слегка отдаленно напоминает этот чай, но в нем нет, конечно, той резкости, которая как в натуральной вот вы делаете. И какая-то даже легкая, какая-то нехимозность. Но вот привкус чего-то я так и не разобрала, что. Я выпила только 1 порцию. Здесь мерная ложечка находится. Порция здесь 20 в этой упаковке. Небольшое количество. Но, думаю, тоже все равно очень полезно. Конечно, очень дорого. Очень дорого. Вы знаете, я его не буду покупать не то, что по полной цене. Он там 1000 с чем-то стоит. Я его даже по пробной цене. Я взяла только из любопытства 500, там 50% скидка, 500 гривен была цена упаковки этой. Очень дорого. Вот это хорошая вещь. Это тоже было это в супер цене была.
Это суперфуды, есть разные. Я покупала много разных суперфудов, и зеленых, и с красными ягодами. Я вам повставляю картинки, какие я брала, какие мне очень понравились. Вот это, и они дорогие всегда, потому что здесь витаминный комплекс, здесь свежие сырые ягоды или там овощи, травы разные, зелень, в зависимости от того, какой вы покупаете. Это все дегидрированное, высушенное и натуральный комплекс витаминов получается. Добавляю я его в смузи, в протеиновый коктейль могу добавить. Можно просто с водой размешать, с соком, с любым, с молоком, с чем угодно. То есть любой коктейль можно добавить. И тут была супер цена, и 50% скидки было на него. То есть и я не смогла не взять, открывать пока не буду, потому что кто у меня смотрит, и влоги смотрит, я сейчас пью зелень. У меня супер зелень есть в отдельных пакетиках. Вот, пока ее допью, а потом уже открою вот эту ягодную. Но я покупала много таких, и мне очень нравится. И эффект после них нравится. Это, мне кажется, даже лучше всяких мультивитаминов. Вот это все натурально. И детям можно давать. То есть однозначно рекомендую. Так, мышкина радость. Вот все тоже. Купила витаминки собачкам. Тоже была скидка хорошая, то ли 40%, но мы там допиваем еще одни. А это взяла тут такой хороший комплекс прям мультивитаминов. Не знаю, как там Айза с Лялей у меня, может быть, и им тоже достанется. Вот. Но в первую очередь для Миюсика, потому что, ну, вы знаете, вот эти все маленькие собачки, им надо все вот эти витаминки и питание. А у нас по питанию не особо разнообразное. Почему я еще кормом ее сухим кормлю? Потому что там все-таки какие-то минералы, витамины. А так я ее кормлю там только говядина, иногда какие-то овощи она захочет или ягоды она ест. А так ну, у нас не сильно разнообразное питание получается. И теперь еще, ой, тут еще 3 продукта получается. Вот такой вот пилинг-гель, скатка японская я купила, тоже была акция, на нее была долго очень супер цена, несколько месяцев было. Но то ли 30, то ли 40%. И потом какая-то неделя, на нее было 50%. Думаю, ну все, хоть у меня есть скатки, ну надо брать. Она у меня висела, лежала в этих... в корзине в моих желаниях. Вот. В этом году я решила зимой не делать сыворотку, не покупать гликоз гликолевой кислотой. Думаю, обойдусь, у меня много отшелушивающих средств, поэтому обойдусь этим. И вот купила пилинг, это пилинг-скатка. Такая гель такой, очень пишут, очень вкусно пахнет фруктами, очень хорошо скатывается. У меня там есть одна скатка японская, вот я покупала была перед этим. Ну, мне как-то она неплохая, но такой, знаете, легкий, какой-то яблочно-персиковый, не могу понять какой вообще, или ягодный какой-то аромат. В общем, тут ягодный нарисовано. Наверное, ягодный. Я не знаю, чем не так яблочно-персиковым. Ну да, ягодным таким там. Клубничкой пахнет, да. Что мне оно сразу персиком запахло. В общем, я попробую, потом дам отзыв. Тоже давно в хотелках лежала вот такая тинт-помада на водной основе. Ну, как-то так написано, вот такой вот цвет. Вот я сейчас им накрасила, для того, чтобы просто вам уже видно было. И знаете, какая история? Вот часто то, что я хочу, вот я положу его в корзину,
с желаниями. И потом через какое-то время, очень короткое время, раз, и на него супер цена, и хорошая супер цена. Но я, правда, не по самой хорошей супер цене взяла, я взяла там 159 гривен, а потом она стала 137, еще ниже. Но я довольна и так. Очень красивый флакон такой, перламутровый, очень легкий, вообще не сушит губы. Он даже не высыхает полностью. Он так чуть присох. Я вчера вечером еще накрасила, утром встала, а у меня контур есть такой немножко. Вот такого красивого ало-оранжевого цвета. Ну, я думаю, вы на губах у меня видите. Очень красивый, очень приятно на губах. Но еще я с ним не ела, чтобы там понять, как он там держится. Но то, что я вам говорю, что остается потом, если верх снимется, то губы сами остаются такими сочными, знаете, такими вот алыми, яркими. Потому что я утром встала, у меня, я вчера вечером была, просто пробовала, накрасила. Это еще не все. Самый долгожданный, интересный мой продукт. Это тоже в новинках. Очень люблю эту торговую марку. У нее много всяких штук для кухни. У меня там много чего есть в хотелках. Еще надо купить. Вот такая коробочка. Это очень нужная для меня вещь. Вот. Это щеточка для мытья посуды. Натуральное дерево здесь, натуральный какой-то ворс интересный, керамическая чаша. Вот с такой штукой в середине, с пружинкой. Сюда вы наливаете моющее, немножко водички. И вот так вот пошли мыть. Во-первых, очень удобно в руках держать. У меня такая была деревянная. Я покупала на Алиэкспресс. Потом она у меня как-то вся уже такая из пригодности такой вышла. Ну, хотя еще можно ее мыть. И я купила, ну, у нас обычные пластиковые эти. Ну, совсем не то. Хотя вот мне просто нравится такое, это что-то, знаете, такое. Я мою без моющего. Просто вот такой мочалочкой я мою чугунные сковороды. Потому что вы знаете, что чугунные сковороды нельзя мыть моющими средствами. Тогда, если будете мыть просто горячей водой, то у вас не будет пригорать ничего к чугунной сковороде. Вот. И я вот такими мочалочками, вот такими щеточками мою противни, какие-то кастрюли, где-то что-то там пригорело. Ну, даже просто, когда обильно много еды, там вот, казанки там разные, сковороды чугунные, вот. Но еще я даже, наверное, не буду пользоваться это как моющее с водой сюда наливать, а просто как подставку для того, чтобы она здесь сохла, ну, в общем, вот так вот. Потому что у меня там, я в мыльницу уже ту свою щетку ставлю, она мне там падает, как-то все неудобно так. А это, и оно эстетично. Вот посмотрите, как это красиво, если у вас будет возле мойки стоять вот такое произведение, искусство просто, я считаю. Я сначала думала, это пластик, когда нет, это керамика. Когда прочла, что это керамическое, все однозначно решила взять, потому что это просто прелесть. Вот. Все, закончилась посылка. Вот. Не одна тут. В общем, 3 посылки мы с вами распаковали. Фу, все, спасибо за внимание. Я еще стараюсь почему снять, знаете, потому что нет места на камере, а мне надо это видео выгрузить, сейчас отредактировать, смонтировать, выгрузить на YouTube, освободив место для съемки, потому что многие знают, у меня 2 канала, и я снимаю видео на оба канала, это на этот с распаковкой, здесь и влоги тоже. И еще канал с рецептами. Мне надо готовить, снимать рецепты, а места нет.
Вот. По поводу влогов, спасибо большое, кто смотрит их. Мне очень приятно, что вы отмечаете, что они красивые стали, что там где-то музыка вам понравилась. Мне очень приятно за все ваши оценки. Еще раз попрошу вас, знаете что, проверьте, пожалуйста, подписку, потому что, оказывается, YouTube сам отписывает от каналов. Это я сначала услышала одного блогера новостного, он там сказал, думаю, да ну это, наверное, просто для того, чтобы привлечь внимание, чтобы те, кто не подписан, подписался. Когда нет, мне пишет моя подписчица, говорит, Юля, представляешь, говорит, пропала подписка, я не подписана на тебя, и пропали лайки, те, которые я тебе ставила, то есть я посмотрела видео и разлайканные они, то есть, ну, оказывается, правда, поэтому у меня просьба, проверьте. И еще большая просьба, пожалуйста, проявите активность. YouTube это важно, это даже больше важно для того, чтобы продвигался этот ролик, потому что YouTube смотрит, если комментариев много, то он, значит, активность есть, и он этот ролик рекомендует к просмотру. А если маленькая активность, то так он и остается в небытие, и мои труды просто пропадают даром. Особенно мне обидно это на влогах, потому что если здесь я распаковку села, сняла и все, и выгрузила. Практически нет никакой такой работы. Это легко, это очень легко. А вот влоги там, да, там сложнее. Там, правда, уходит много времени на то, чтобы смонтировать и с музыкой, и с какой-то сюжетной линией, чтобы оно как-то плавно перетекало все одно из другого. Поэтому очень обидно, когда на них маленькие просмотры. Только на день рождения Фени много просмотров было. Вот. Все, всем спасибо большое за внимание, что вы, несмотря ни на что, продолжаете меня смотреть, несмотря на такое время очень тяжелое, депрессивное. Вот. И спасибо вам всем за мою поддержку. Ну и, конечно, за то, что вы пользуетесь промокодом, девочки и мальчики. Я каждый раз, когда вижу, что пришли там 2-3 доллара, я очень радуюсь, что хоть так какая-то есть поддержка. Вот. Ну, я имею в виду материальная. Вот. Моральная поддержка от вас, безусловно, есть от всех. Все, давай пластяться. Вот так у нас сегодня, не знаю, там видно было, тебя не видно, наверняка не видно было, да, Мия? Пришла на работу и даром просидела на столе, да, Мия? Ну все, теперь пошли монтировать, выгружать, а потом, даст Бог, дадут свет, и будем снимать какие-то рецепты. Все, всем пока.